Артем, чем ты А занимаешься? вот пытаюсь выставить уровень, чтобы отрегулировать наши маяки, по которым мы будем делать потолок. Ну и как твои успехи, получается? Да вот что-то ничего у меня не получается. Проблема в том, что у нас такой уровень, что я его не могу вплотную прислонить к потолку для того, чтобы разбить вот эти наши маяки, по которым я буду выставлять профиля. Нужно вроде бы как чуть-чуть выше поднять, а выше уже некуда. Надо, в общем, что-то придумать. Пока ты там думаешь, я уже все за тебя придумала, дорогой. Вот смотри, что у меня есть. Так, ну давай распакуем, посмотрим, что ты там мне принесла. Давай посмотрим. Ближе к делу. Мы с Машей хотим раскинуть провода по нашему дому, заняться проводкой и электрикой. Для этого мы купили целый вот такой вот учебник на 150 страниц, где есть все нормы и правила, как мы можем разводить наше электричество, нашу проводку. И как мы поняли, что проще всего это делать по потолку, потому что распределяя провода по стенам, по полу, есть свои всякие разные ограничения. На потолке их вроде бы как меньше всего, меньше всего всяких ограничений. Поэтому мы решили сначала сделать потолок. Для этого мы купили профиля, а профиля у нас крепятся к потолку на вот такие вот клипсы. Вот такие вот клипсы, друзья. Они, в общем, вбиваются в шов между блоками, ну, либо между блоками и нашими продольными балками. Мы уже попробовали. Процесс не совсем простой. Забиваются они не так весело, как это показано в роликах на YouTube, но, в принципе, забиваются. Мы уже пару профилей прицепили, попробовали и столкнулись вот еще с такой проблемой, что все их набивать нужно по уровню. По уровню, а наш уровень, как я уже сказал, не совсем подходит, потому что мы его не можем прислонить к потолку на нужную нам высоту. И здесь к нам на помощь приходит как раз вот такой вот лазерный уровень Sigma SM701. И сегодня мы хотим его распаковать, вам показать, ну и сами посмотреть и попользоваться им на практике, посмотреть, насколько он нам понравится. Вообще, конечно, прогресс не стоит на месте. Кажется, еще совсем недавно, хотя прошло, наверное, уже лет 15, как мы купили свой первый лазерный уровень, который светил тогда красным лучом. Это был просто крест красного цвета. Но и тогда это уже было какое-то такое прям классное новшество. Первый свой уровень, который светил зеленым цветом, мы купили уже здесь. И как раз кто-то посоветовал из подписчиков, сказал, что среди вот бела дня зеленый луч лучше видно. И сейчас уже появились 3D уровни, даже 4D уровни, которые позволяют нам сделать разметку и на потолке, и на полу, и на стенах. И это как раз вот один из этих уровней. И давайте посмотрим, что у нас находится внутри сумки. Вообще очень удобно то, что в принципе есть вот такая сумка-чехол, в которой его можно спрятать, потому что предыдущий уровень у нас обычно валялся просто так, мы его все время не знали, куда положить, а вроде как вещь хрупкая. А здесь у нас есть специальный чехол, где его можно хранить. Внутри у нас находится сам уровень. Вот такая вот фантастическая штука. Чем-то напоминает что-то из «Звездных войн». Все работает довольно просто. Сбоку у нас кнопка включения. Мы его нажимаем и получаем, как вы видите, как они говорят, 12 линий, да? Можно даже посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и на каждой стороне на полу получается вроде как 12. Лично мне очень понравилось, что он довольно компактный. До этого я смотрел в магазине пару похожих вариантов, но они были какие-то прям очень громоздкие. И казалось мне, что это для каких-то прям очень серьезных профессионалов, что довольно неудобно такую штуку с собой везде таскать. Этот, как мы видим, спокойно помещается на руке, довольно маленький. Сам корпус прорезиненный, мне кажется, сделано все довольно качественно. Все наши башни, в которых расположены линзы, они пластиковые. На вид кажется, что они металлические, но нет, это пластик. Но все как бы собрано очень классно. Есть у нас такой прорезиненный разъем для зарядки. 4000 ампер часов у нас аккумулятор. Классно то, что уровень у нас пыль и влагозащищен. IP54, то есть, в принципе, в небольшой дождь можно запросто им работать на улице. А помимо того, что он компактный, он еще довольно легкий. В общем, корпус мне нравится.
Посмотрим, что у нас есть еще в комплекте. В комплекте у нас идет пульт, при помощи которого мы можем включать или выключать каждую из линий и также регулировать мощность освещения. Мне кажется, это довольно удобно. Так, дальше у нас есть вот такая вот тренога. Честно говоря, ни разу такой не пользовался, ни разу такую не видел. Но, видимо, в каких-то моментах она может быть удобна. И что здесь мне понравилось, сейчас покажу. То, что здесь мы можем точно настраивать уровень. Так, сейчас вот так вот это дело все у нас накручивается. Вот. Резьба, кстати, у нас здесь стандартная, как на всех штативах для фотоаппаратов. Вот. После чего мы можем поставить на какую-то поверхность, можем его включить. И при помощи регулировки мы можем его тихонечко вот так вот вращать вокруг своей оси. И довольно точно его настраивать. Мне кажется, это удобно при укладке кафеля, либо какой-то вот точной работе, когда нам нужно прямо вот на какой-то миллиметр подвинуть линию. И не всегда удобно руками это сделать, когда он стоит на штативе. Вечно дернем то 5 мм влево, то 5 мм вправо. Особенно, когда у нас какая-то большая дистанция. Мне кажется, это прям облегчает работу, когда мы можем вот так вот легонечко поправить буквально там на каждый градус нашу линию. Также у нас в комплекте есть вот такой вот угол с магнитами, который позволит нам прикрепить наш уровень на любую металлическую поверхность. Металлических поверхностей у нас в доме мало, но можно проверить на вот таком вот профиле. То есть вот так мы его прикрепляем и прикручиваем. В принципе, удобно. Но, как мы знаем, в основном мы всегда используем уровень на штативе. Также у нас в комплекте есть вот такая вот мишень. Но мне кажется, ее кладут абсолютно во всех уровнях. А я ни разу ей, кстати, не пользовался и не сильно понимаю, зачем она нужна. Но, видимо, кому-то нужна. Еще удобно, что есть магнит. Видимо, где-то ее можно к чему-то вот так прицепить. Вот. Кто пользовался такой штукой, напишите, расскажите, что ей делать. Есть небольшая инструкция. Ну, я думаю, мало кто это читает. И зарядный провод, стандартный Type-C, что тоже удобно, подойдет любой другой шнур. И заряжать можно от любого пауэрбанка. Ну и все. На этом все подарки закончились. Ничего в коробке больше нету. Пойдем работать. И хоть я и говорю, что обычно инструкции никто не читает, но я-то как раз вот любитель почитать инструкции. И вот тут нашел пару интересных вещей. Есть у нас также в этом уровне еще два дополнительных режима. Это ручной режим и режим импульса. В ручном режиме мы можем создавать любую разметку на стене вне зависимости от того, как у нас расположен уровень. Как это делается? Для этого его не нужно включать, не то что включать, его не нужно разблокировать вот этой вот кнопкой сбоку, а мы долго нажимаем на красную кнопку сверху, после чего у нас должен появиться крест на стене. Не знаю, как хорошо видно. И теперь мы можем, допустим, на фотоштативе установить уровень под любым углом. Вот, и нарисовать нужную нам линию. По-моему, прикольно. Мне кажется, этим иногда можно пользоваться. Так, какой у нас есть еще режим? Еще у нас есть режим пульсации. Принес я штатив, чтобы его можно было активировать. Надо, чтобы уровень стоял у нас ровно. Разблокируем. Видим, у нас появляется крест. Нажимаем долго на красную кнопку. Больше 3 секунд написано в паспорте. И здесь у нас активируется режим пульсации. Для чего он нужен? Ну, это в основном для работы на улице, когда мы уже человеческим взглядом не видим нашу линию, то есть специальные приборы, приемники, которые эту линию видят. И для того, чтобы как бы все это работало, нужен этот режим. То есть это как бы уже для работы на улице и больше для таких каких-то, скажем, более профессиональных строителей. Ну, в общем-то, и все, что касается различных режимов и того, что умеет этот уровень. Единственное, у нас есть еще регулировка яркости. Мы можем менять интенсивность нашего света. Это, в принципе, удобно, когда мы работаем в темных помещениях. Иногда даже как бы раздражает вот этот вот яркий свет. Можно сделать тусклее. Удобно, что можно с пульта его отключить, если ты где-то находишься далеко от уровня, и он тебе больше не нужен. Это все хорошо. А что касается времени работы, то на самом ярком режиме он у нас может работать 6 часов.
И далее идет на увеличение. То есть чем более тускло, тем дольше он работает. 9, 15. И вот на 4-м уровне, на самом экономичном, скажем так, да, вот в таком режиме он может проработать целых 30 часов. Ну а что было интересно мне? Мне было интересно посмотреть, насколько его можно максимально расположить вплотную к потолку. И мы видим, что наша зона работы начинается буквально от 1 сантиметра от потолка. И надо еще придумать, как его закрепить. Но в принципе это очень круто. Попробуем его закрепить на нашей штанге. Вот что удобно, когда уровень маленький, что его можно засунуть в карман. Вот. И потом можно спокойно его достать и прикрутить. Когда уровень здоровый, конечно, уже так не сделаешь. Вот. Штанга вот только у меня тоже не очень. Вот это крепление вверху не дает нам спокойно закрепить уровень. Так. Ну, вроде как даже работает. Сейчас, кстати, после того, как я уже прицепил вот эти направляющие профиля, мне уже, может быть, и нет такой необходимости поднимать уровень так высоко. Но то, что такая возможность есть, это, конечно, классно. Потому что с тем уровнем я здорово намучился. То есть, как мы видим, рабочая высота уровня буквально вот палец от потолка, и он уже у нас работает. Артем, мне кажется, ты увлекся обзором уровня сегодня. Мы вообще-то сюда работать пришли, пора бы что-то сделать. Ну, вообще-то я уже начал, я уже вот размечаю. Я думаю, перед тем, как мы начнем сейчас собирать потолок, я приклею нижний профиль. Пока он будет потом застывать, мы соберем верх. Так, отмечаем. 10 сантиметров, целых 10 сантиметров полезного пространства мы отдаем нашему утеплению. Попробуем наш новый уровень. Нарисовать полосу. И здесь тоже классно, тоже удобно, то что его можно ставить чуть ли не прям впритык к стенке. То есть нет у нас вот этих вот 2-3 сантиметров, которые мы должны как бы отступать за счет стенки уровня. Потому что сама линия, да, сам луч находится у нас прям почти у края. Будем использовать штатив как помощник, который будет меня держать. Так. Я могу подержать. Нет, ты снимай. Я снимаю. Ты у меня оператор. Так. Все мы с Пашей со школы пришли, они тоже могут подержать. Ну, не хочу, если честно, сверлить кафель. Попробуем приклеить на жидкий гвоздь. Мне кажется, что современные клеи держат не хуже, чем... Держи, я пойду с той стороны. Видишь, как можно одной рукой держать. Оп. Так. Ну и вообще там еще теплые полы, плюс ко всему. Ну, конечно, я думаю, трубы на таком маленьком расстоянии нету. Но все равно интересно приклеить. Бери. Так, прикладываем. Чик. И елозим туда-сюда, чтобы оно приклеилось. Лишнее потом обрежем, то, что вылезло. Ну, слушай, приклеивать мне нравится больше, чем долбить кафель. Следующую я могу даже сама приклеить. У тебя такой штатив, напоминает, знаешь, что-то музыкальные ноты ставить и дирижировать. Как в музыкальной школе у меня было. Ладно, давай. По чуть-чуть, да? Да, сильно много не машешь. Так? Ну, ты же видишь, как у нас там чуть-чуть вылезло. Ну, я не это самое. Поэтому по чуть-чуть. Так, я все. Клеим? Да? Главное не промазать. Да? Да. Ну, там, я думаю, ничего страшного, если что, его можно оторвать и заново приклеить. Ну, что ты тоже. Да ну, блин. Короче. Ну что? Ну, нормально пойдет. Пойдет? Да. Лишнее потом вытрем. Ой. Что попал, такой я себе строитель. Так, ну все, я сделала. Что дальше, шеф? Дальше будем делать потолок, так как мы не сильно приловчились забивать эти черные анкера, или я не знаю, как назвать эти подвесы. Мы сейчас сделаем с тобой пару реек деревянных. Тут как бы у нас классно то, что у нас
все ровно, стены ровные, потолок ровный, все прям идеально. Поэтому нам, в принципе, даже не надо ничего выравнивать. Я думаю, если мы сейчас так вот две рейки прикрутим, Набьем, да, к прикрутим. потолку, вот, то мы можем прям к ним, если что, фиксировать, если где-то у нас не получится забить этот, Нормально, чтобы не зашкипало. да, черный подвес. Где-то, короче, в доску, где-то к подвесу. В итоге, мне кажется, не должно быть сложно его собрать. Не, никуда она, наверное, не денется. Да, и потом уже сверху по профилям мы пустим наши провода. Пила нам с тобой понадобится, правильно? Ну да. Давай тогда найдем для нее аккумулятор. Так, такая легенькая. Хорошо. Так, специально для этих целей мы с Машей купили вот такую рейку, которую мы использовали, когда делали крышу. Это Лито. это Называется была лито. наша обрешетка, да. Но мы так четко отпилили в магазине 3 метра, и у нас в комнате так четко 3 метра, что придется какой-нибудь сантиметр хотя бы отпилить, чтобы было более просторно нам ее вставлять. Так. Интересно, вроде и сучкир есть, а какая-то прям ровненькая речка. Один запил и столько мусора. Так, ну, пойдем померяем. Держи. Пам-пам-пам. Не совсем удобно работать, снимать, все это делать в маленьком помещении. Так, отмеряем. Комната у нас 3,60, значит, где-то 1,20 м. Ты сам справишься или помочь? Ну, как бы линию нарисовать могу. Молодец. 1,20 м. Попробуем использовать нашу треногу. Поставим сейчас его на лестницу. Так, вот что прикольно в таких уровнях, что обычно мы, когда хотим нарисовать линию, вот так вот через весь потолок, обычный уровень приходится как бы куда-то ставить в край комнаты и стараться светить. А здесь, получается, мы его ставим в центре комнаты, и у нас сразу вся линия прям по всему периметру. Вот так вот с пульта теперь можно поубирать ненужные линии. Это нужна была. Это нужна. О, осталась только одна. Не, ну понятное дело, что это все баловство, но все равно интересно. Так, давай рейку. Рейку, вот, кстати, сейчас будет уже неудобно вставлять из-за того, что мы там два профиля прицепили. Я даже не знаю, получится или нет. Прям на тоненького. Что тебе давать? Так, ну перфоратор давай на 6. Давай. Это болгарка, подожди. Чемодан у болгарки больше, чем у перфоратора. Вот. Давай. О, это перфоратор. Так, На 6? на 6, да. По идее, наверное, можно было вот таких реек просто накрутить на потолок и к ним прикрутить гипсокартон. Опля. Нормально. Хорошо. Вот эти дюпеля Фишер, конечно, прикольно держат. Наши палки мы уже почти закрепили. Сейчас вот последний шуруп закручиваем. И теперь можно продолжить их набирать. Сейчас меряем 1,20 м. И дальше будет, по идее, быстрее. А что еще прикольно, когда у нас уровень вот так вот светит в круговую, нам не обязательно отмечать 1,20 м. Прямо на потолке мы можем отметить 1,20 м, в принципе, в любом удобном для нас месте. Вот, 1,20 м. И с другой стороны также. Так, и делаем 1,20 м с другой стороны. Прямо вот тут сейчас на окне чиркнем. А уровень ставим прямо вот так вот на пол сейчас. Есть, конечно, у нас какой минус в этом всем деле. Это есть у нас какая-то мертвая зона
на уровне, не знаю, видно это вот на двери. И она такая довольно существенная, если далеко мы отодвигаем уровень, где-то 30 сантиметров. У нас нету линии здесь, и вот как раз 30 сантиметров нету линии там, где я нарисовал. Ну и что тебе дало, что ты выставил вот так уровень? Ну как, теперь мы видим, что вот эта полоска, метр 20, это будет край нашего листа гипсокартона. И сейчас мы подготовим профиль и ровненько его вот так вот поставим. Ну, конечно, уровень мы сейчас выключим, нарисуем, где у нас должен будет профиль идти. И поставим профиль на место. А самое, что интересно, что длина у нас 3,60. Длины профиля нам не хватает. Да, длины профиля нам не хватает, и мы купили соединение профиля. Вот такие вот, вот такие вот штукенции. Ну, может, в этом нет ничего удивительного, но мы первый раз будем пользоваться. Обычно раньше мы соединяли как-то. Колхозили, как Колхозили, да. В этот раз такая коробка стоит 14 евро. И здесь у нас сколько штук? 100, по-моему. Не, 50 штук. 50. 50 соединений, 14 евро. Ну и самое главное, нам надо сейчас нарисовать, как нам вбивать наши вот эти вот крепления, чтобы они тоже все были четко на отметке метр 20. А это довольно непросто, потому что когда мы начинаем ее вбивать, ее начинает то косить в одну сторону, то в другую сторону. И в принципе, мне кажется, на каких-то 5 миллиметров можно легко ошибиться. Поэтому я еще и для этого тоже прикрутил эти деревянные палки, чтобы четко на метр 20 профиль потом зафиксировать. Но эти штуки, может, как-то получится, если что, подвинуть. Насколько я понимаю, нам надо искать какие-то такие места, где у нас есть хоть какая-то щель, чтобы хоть как-то его туда вот так вот вставить. Мне тут кажется, что мы с Машей перестарались, то, что все эти блоки прям так впритык соединили. Наверное, кто эту работу делает почаще, у них рука уже набита, они, наверное, оставляют специально какие-то зазоры, чтобы где-то потом можно было вот это вот все дело вставлять. Еще я видел то, что прорезают щель болгаркой. Мы так тоже попробовали, но туда эти штуки не так прям плотно там держатся. Так, ну уровень наш установили, теперь будем стараться забивать наши эти черные штучки по уровню. Ну а где не будет получаться, там будем запиливать болгаркой, наверное, все-таки. Потому что не получается их забивать там, где нет совсем щелей. Ужас, какая пыльная работа. Жалко камеру это снимать. Вся запылится, ну, не хочется. И, в принципе, снимать-то ничего там интересного нету. Сейчас он будет вот это щели пилить, вставлять туда эти чопики. А я пойду за пацанами в школу, потом поедем на обед. А Артем пусть сейчас сам работает, потом приеду, покажу, что у него получилось. Не, то ли я безрукий, то ли я что-то не понимаю, но вбить вот эти штуки между вот этих вот щелок, которых у нас нет. Может быть, если изначально бы мы подготовились бы к этому, это, мне кажется, головняк. Намного проще отпилить еще пару рейк, прикрутить их на дюпелях в потолок и все это дело закрепить. Я так что-то сегодня себе планировал, что я приду и такой чих-чих-пых, подобью эти колышки. Быстренько все сделаю, буквально там за час справлюсь. А нет. Целый час я провозился с одним вот этим профилем. И вбил я сколько? Раз, два, наверное, штук 5 этих черных держателей. И пилил, и долбил. Вообще не хотят они туда залазить. А самое интересное, что когда ты его туда забил все-таки, есть такие, что держатся капитально. А вот там, где ты пропиливаешь болгаркой, они как бы такие, мне кажется, ну не то что шевелятся, но как-то не сильно надежно, как мне показалось. Так. Ну. Да и вообще я с доской люблю работать больше. Так. Сейчас мы еще по рейке добавим. И мне кажется, будет более-менее крепко. Единственное, вставлять их теперь не совсем уже удобно, когда половину мы уже закрепили. Но как-то да вставим. Так, одну сюда. Ой. Подвигайся. Ну, где-то так. И теперь следующую. Я прям в предвкушении того, что моя работа сейчас станет более понятной и простой. Как-то прям
настроение поднялось у меня. А то что-то я не люблю, когда не получается. Опа. Опа. Блин. С какой же стороны тебя проще всунуть? Там я плотно забил. Рейка моя почти не влезает. Уф. А что же-то я так? Сюда один. Ага, сюда. Так, сюда. Убрал перфоратор, думал, уже не пригодится. А не тут-то было. Я люблю, когда работа ладится, а не когда вот это там стукаешь, что-то туда-сюда выравниваешь, а в итоге смотришь, ничего не получается. Сразу в такие моменты начинают опускаться руки. Но... Пока Артем там мучается с потолком, я сходила в магазин, купила рассаду помидорок. Один кустик стоит евро 20. У нас в магазине дешевле, чем в большом магазине со всякими разными садовыми культурами и так далее. В общем, евро 20 я посажу где-нибудь здесь завтра, когда дождя не будет. И будут у нас помидоры, наверное. В этот раз, может, получится. Мы вообще планировали садить помидоры там у себя дома, но и здесь решили что-то посадить, потому что говорят, что на новом месте, где еще ничего не росло, обычно хорошо все цветет, растет и плоды хорошие. И вуаля, вот такая вот обрешетка у нас получилась. Немного, конечно, не так, как думалось. Было сложнее, чем я ожидал. Но в итоге, как говорят, терпение, труд, все перетрут. Как бы хотелось закончить до вечера, и мы закончили. Теперь можно ехать домой и ужинать. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока. А что делать теперь? Ла-ла-ла-ла. Вот. Давай. О! Вот так. О! Так, ну, с трудом, но зашла. Но это значит, что я там все-таки неплохо забил эти штуки.